Главные новости сегодняшнего дня. Большая трагедия в мире российского спорта. В авиакатастрофе в Вашингтоне погибли известные российские фигуристы. Пассажирский самолет во время посадки столкнулся с вертолетом и упал в реку. На борту самолета было 64 человека. Погибли чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата Советского Союза Инна Валянская. Комитет Михалкова и Следственный комитет Российской Федерации арестовал начальника игрового бизнеса города Москвы, известного бизнесмена Сергея Анохина, за получение взятки в размере 100 миллионов рублей. Известный бизнесмен возглавлял букмекерскую компанию «Фонбет». К слову сказать, Анохин полностью признал свою вину в получении денежной взятки. Он пробудет под арестом до 29 марта текущего года, когда начнется первое заседание суда. Накануне ушел из жизни известный российский актер Анатолий Зобнин. Анатолию Зобнину было 52 года, причина смерти – онкологическое заболевание. Широкому зрителю данный актер знаком по одной из ролей в фильме под названием «Бумер». Анатолий Зобнин сыграл в кино более 10 ролей. Последние годы жизни он служил в театре имени Моссовета. Известного советского и российского актера Леонида Ермольника сегодня утром задержали в московском аэропорту Шереметьево при попытке покинуть страну. По данным прессы, Леонид Ермольник собирался вылететь в Нидерланды, однако известного артиста сняли с борта самолета. Стало известно, что у Леонида Ермольника крупный долг за жилищно-коммунальные услуги, который копился несколько лет, более 1,5 миллиона рублей. По этой причине известного артиста сняли с борта самолета и доставили в полицию. Накануне сотрудники комитета, известные артисты Борис Галкин и Алексей Нилов, прибыли в Калужскую область для проведения проверки. Стало известно, что цель поездки – это адресная финансовая помощь пенсионерам по возрасту и проверка работы жилищно-коммунальных хозяйств. К слову сказать, что сегодня актеру Алексею Геннадьевичу Нилову исполняется 61 год. Поступили печальные новости о известном политическом деятеле Сергее Лаврове. Сегодня утром Сергей Викторович Лавров вместе с друзьями и близкими посетил Веденеевское кладбище столицы, где несколько дней назад проводили в последний путь дочь Сергея Лаврова Екатерину. Отметим, что дочь Сергея Лаврова Екатерина трагически погибла несколько дней назад во время праздника Крещения, во время купания. Однако позже выяснилось, что это было заказное преступление против семьи Сергея Лаврова. К сожалению, во время посещения могилы дочери Сергею Викторовичу стало нехорошо. Видный политический деятель был доставлен в больницу с подозрением на обширный инфаркт. Спустя какое-то время печальные прогнозы врачей были полностью подтверждены. На данный момент Сергей Викторович находится в больнице в состоянии средней тяжести. Известный советский и российский актер Владимир Стеклов получил травму головы в собственном подъезде. Уже несколько лет 77-летний актер страдает рассеянным склерозом. У известного актера часто кружится голова. Владимир Стеклов был госпитализирован. По данным прессы, известный актер упал, поднимаясь на 3-й этаж. В трехэтажном особняке известного певца и композитора Аркадия Укупника на Рублевке произошел пожар. В момент чрезвычайного события Аркадий Укупник и его семья находились на отдыхе, поэтому они не пострадали. Стоимость особняка Аркадия Укупника оценивается в 7 миллионов рублей. По данным прессы и МЧС России было уничтожено 70% трехэтажного строения.
Сотрудник комитета, известный артист цирка, брат Эдгара Запашного, Аскольд Запашный, сообщил на последнем выступлении о своем решении отправиться в зону спецоперации. Если планы молодого человека не изменятся, то на СВО Аскольд Запашный может оказаться уже 5 марта текущего года. Отметим, что совсем недавно в зону спецоперации отправился и известный российский юмористический актер Тимур Батрутдинов. Пресс-служба комитета сообщает печальные новости из мира шоу-бизнеса и культуры. Накануне в зоне спецоперации жесткую посадку совершил вертолет, на борту которого находились известные российские музыканты. Музыкант Виктор Салтыков и члены его музыкальной группы, а также 2 летчика. Как сообщает пресса, известные артисты летели на благотворительный музыкальный концерт, чтобы поддержать российских ребят в тяжелую минуту. По данным следствия, жесткая посадка произошла в результате неисправности двигателя. В результате чрезвычайного события погиб 1 летчик и 2 члена музыкального коллектива Виктора Салтыкова, музыканты Юрий Солнышкин и Николай Петров. Сам Виктор Салтыков получил небольшую травму, но от госпитализации отказался. Известная советская и российская актриса Ирина Безрукова совершила благородный поступок в отношении жителей Курской области. Известная актриса купила 2-комнатную квартиру одной из семей Курской области, которая осталась без жилья. Также Ирина Безрукова оказала финансовую помощь в размере 3 миллионов рублей. Сегодня большой праздник в рядах антикоррупционного комитета Никиты Михалкова. Сразу 3 сотрудника отмечают свои дни рождения. Это известные артисты, актер Алексей Нилов, певец Лев Лещенко и певец Юрий Лоза. Алексею Нилову исполняется 61 год, Льву Лещенко 83, а Юрию Лозе 71. Министр обороны Российской Федерации и заместитель комитета Андрей Белоусов, который совсем недавно полностью поправился, готовится вместе с Никитой Михалковым к глобальной поездке по городам Российской Федерации. Цель поездки – это открытие новых филиалов комитета, проверки работы властей и встреча с местными жителями. Всего в ходе поездки будут посещены 19 городов. К сожалению, еще одна печальная новость, которая стала известна несколько минут назад. Ушел из жизни народный артист России, легендарный артист российского цирка, дрессировщик медведей Виталий Воробьев. Виталию Воробьеву было 62 года. Причина смерти народного артиста не уточняется. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.